Вітаю вас, шановні співвітчизники, и здравствуйте, все добрые люди. Сегодня обсудим полезные свойства цикория или отсутствие таковых, так как данных по поводу цикория не очень-то много. В основном это исследования на животных. Но, тем не менее, давайте вспомним, откуда взялась эта привычка употреблять поджаренный и измельченный корень цикория в виде напитка. А взялась эта привычка из-за дефицита кофе. То есть, по сути, этот напиток просто-напросто замещал собой кофе в те времена, когда люди, привыкшие его пить, испытывали в нем дефицит. Ну и так как цикорий не содержит кофеина, это воспринимается многими как нечто очень полезное. И действительно для тех людей, которые любят кофе, но испытывают проблемы со здоровьем при употреблении кофе, которые чувствительны к кофеину, употребление цикория может быть и спасением. Ну а если копнуть глубже, что ж там такого находится интересного в цикории? На самом деле не очень много. Но учитывая, во-первых, сколько может содержаться чего-то там полезного в 11 граммах порошка. Именно столько идет на приготовление одной чашки напитка. И всего лишь это 3 компонента. Самых главных, помимо массы остальных, которые вообще содержатся в мизерном количестве. Так вот, эти компоненты это инулин, это витамин В6 и это марганец. Пользуясь случаем, хочу вас проинформировать, что если у вас есть проблема набора лишнего веса, вы постоянно боретесь с тем, что набираете лишние килограммы, и это вам дается с большими усилиями, то у меня есть специальный курс, который называется «Как перепрограммировать организм и навсегда стать стройным». Этот курс позволит вам, снизив вес, постоянно быть стройным, не прилагая никаких усилий. Также у меня есть курс для людей, которые борются с повышенным артериальным давлением, с гипертонией. Этот курс называется «Как вылечить гипертонию без лекарств». И, наконец, есть у меня также курс для тех людей, которые заинтересованы в увеличении продолжительности своей жизни и особенно в увеличении продолжительности здоровой жизни, препятствованию старости и сохранению молодости как можно дольше. И ссылки на все эти курсы вы можете увидеть в описании под этим видео. Ну вот последние, B6 и марганец, находятся действительно в мизерных количествах, а на инулине, наверное, стоит остановиться, потому что в основном из-за него и происходят все те благоприятные практические и теоретические изменения в нашем здоровье при употреблении цикория. Итак, что такое инулин? Инулин – это представитель клетчатки. Клетчатка – это растительные волокна, которые наш организм не может переварить. Эти волокна проходят транзитом через кишечник, но они увеличивают объем содержимого кишечника, способствуют лучшей перистальтике, прохождению содержимого кишечника, способствуют, уменьшают запоры и борются таким образом с геморроем. Но кроме того, некоторые виды клетчатки являются еще и превосходным питанием для кишечной микрофлоры. Кишечная микрофлора – это очень важный компонент здорового организма, потому что нормальные кишечные бактерии, во-первых, борются с ненормальными, с патогенными бактериями. Во-вторых, они выделяют вещества как внутри кишечника, так и всасываемые в кровоток. Это прежде всего короткоцепочечные жирные кислоты. И вот внутри кишечника они обладают противовоспалительным действием, те вещества, которые вырабатывают кишечные бактерии. И также они обладают антиканцерогенным действием. А вот попадая в кровоток, короткоцепочечные жирные кислоты улучшают деятельность головного мозга, способствуют улучшению настроения, уменьшению депрессии, улучшают функцию иммунной системы, способствуют снижению сахара, снижению аппетита, увеличивают чувствительность к инсулину и способствуют уменьшению воспалительных изменений в организме. Они снижают уровни провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин 1-бета, интерлейкин 6 и альфа-тумор-некротический фактор. То есть вот в этом в основном и есть полезное действие цикория, которое практически полностью зависит от присутствия в цикории инулина. А остальные функции, немножечко витамина В6, немножечко марганца. То есть, по сути, это ничего не меняет. Мы можем употребить эти компоненты из других видов пищи. Ну и касательно инулина, знаете, на нем тоже свет не замкнулся.
Клетчатки нам необходимо употреблять около 15 граммов на 1000 килокалорий. То есть, если вы съедаете 2000 килокалорий в день, ваш рацион, то вам надо приблизительно 25-30 граммов клетчатки употреблять. А содержание клетчатки в одной чашке цикория достаточно небольшое. Так, это может быть подспорьем, конечно, в совокупности, но рассчитывать только тут на один цикорий нельзя. Собственно, вот и все прямые положительные действия цикория на человеческий организм. Но есть еще и непрямое, то есть это замена цикорием кофе. Ну, это действие как для кого. Для кого-то оно полезно, для кого-то оно не играет никакой роли. Ну и, наконец, о вреде. Цикорий может быть отличным аллергеном, поэтому надо осторожно относиться к нему тем людям, которые склонны к аллергии. Ну а в целом, что я могу сказать про этот напиток? Кому нравится, пейте на здоровье, но уповать на то, что он супер какой-то здоровый, и он вам принесет какие-то неслыханные преимущества, я бы не стал. На этом все. Хай щастить. Слава Україні!